Друзья, приветствую вас на канале Русторис, где мы изучаем русский язык по коротким увлекательным рассказам. Меня зовут Андрей, и сегодня я прочитаю вам рассказ про сомалийских пиратов. Итак, поехали. Еще несколько лет назад сомалийские пираты гремели на весь мир. Сомалийские пираты захватили то, захватили это. О них снимали передачи и фильмы. А нанесенный ими ущерб мировой торговле составлял миллиарды долларов. Но внезапно наступила тишина. Сегодня о сомалийских пиратах и не слышно. Куда же так быстро исчезли все эти страшные и ужасные корсары южных морей? Ведь совсем недавно они держали в страхе едва ли не целую половину Индийского океана. Чтобы понять, куда делись сомалийские пираты, нужно вначале разобраться, откуда они вообще взялись. Их родина, Сомали, едва освободившись после Второй мировой войны от итальянской колониальной зависимости, быстро погрузилась в хаос гражданского конфликта. Гражданская война превратила Сомали в одно из беднейших и опаснейших государств мира. Поначалу простые сомалийцы промышляли рыбной ловлей, но запасы рыбы у берегов быстро истощились. Законов о рыболовстве тут не действовало никаких. Сомали погрузилась в страшный голод, усугубляющийся засухой. И местным жителям в 2000-е годы ничего более не оставалось, кроме как пойти в пираты. Рядом по Аденскому заливу проходил оживленный морской путь из Европы в Индию и на Ближний Восток. Переквалифицироваться из рыбаков в пираты оказалось нетрудно. Сомалийские пираты впервые заявили о себе еще в 2005 году, атаковав несколько иностранных кораблей. А уже в 2010 поставили рекорд. Захватили почти 500 судов и получили выкуп в 250 миллионов долларов. В 2009 году сомалийские пираты захватили контейнеровоз из США. Это был первый за последние 200 лет случай захвата американского корабля пиратами. Американцы выкупа платить не стали, а направили к судну своих морских котиков. Результат для флибустьеров был предсказуемый и печальный. В 2010 году сомалийцы взяли на абордаж российский танкер «Московский университет». Моряки закрылись в трюме и вызвали подмогу по рации. На помощь прибыл отряд российского спецназа. Россиян освободили, а пиратов посадили в резиновую лодку без мотора и весел и отпустили на волю волн. Обычно сомалийские пираты догоняли корабли на легких и быстроходных катерах и лодках. Открывали предупредительный огонь, чаще всего в воздух. Когда требовали выкуп от судовладельца,
просили всего около 10% от стоимости груза. Торг разрешался и даже приветствовался. Команду и пассажиров сомалийские пираты чаще всего вообще не трогали. Экипажи захваченных судов, пока их начальники собирали выкуп, спокойно жили в сомалийских портах. Нам нечего есть, ваши страны лишили нас еды, но мы не хотим никого обидеть. Примерно так говорили сомалийские пираты экипажам атакованных судов. Просто дайте нам денег и плывите куда хотите. У сомалийцев появились свои суперзвезды-миллионеры. К примеру, знаменитый Хасан Абди начал свой преступный путь с обычного рядового налетчика и стал позже лидером местной пиратской флотилии. Сомалийские пираты с их калашниковыми и гранатометами на фоне безбрежного синего океана оказались очень фотогеничными моделями. Фотографировать их на обложке журналов отправлялись многие лучшие фотографы. Это тоже прибавило славы сомалийцам. Но затем судовладельцы начали нанимать для своих судов частную охрану. ООН объявила сомалийских пиратов вне закона. Для них в Восточной Африке было построено 3 специальные тюрьмы по 500 мест каждая. Пойманных сомалийских пиратов иногда показательно казнили. За это дело взялся соседний Йемен. Свои военные корабли к берегам Сомали направили даже Китай и Индия, которые раньше никогда не выходили за пределы своих территориальных вод. Но главным фактором некоторые считают арабских шейхов. Семья Аль-Нахаян из Объединенных Арабских Эмиратов начала вкладывать немалые средства в борьбу с пиратством. Шейхи создали в Сомали собственную морскую полицию, контролирующую все побережье. Опасная группировка в конечном итоге была уничтожена армией Сомали при поддержке правительственных войск соседней Кении. В итоге все сомалийские пираты были либо перебиты, либо запуганы. Тот же вышеупомянутый Хасан Абди был арестован бельгийцами и получил 20 лет тюрьмы. Последний случай нападения на корабль у берегов Сомали имел место аж в 2017 году. Впрочем, для самих сомалийцев никаких улучшений в жизни сделано не было. Простые жители Сомали по-прежнему живут в страшной нищете, бесконечно воюя друг с другом. Друзья, вот такая печальная история. Жду ваших комментариев по этому поводу. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!